Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте сегодня раскладик маленький сделаем, да? Ваша руна на сегодня. Сейчас посмотрю по картам, что карты скажут на сегодняшний день для вас, какая ситуация, что ждать в ближайшее время, да? Потом возьму кельтский оракул, возьму тибетский оракул и руну. Какая руна на вас, для вас сегодня выпадет? Посмотрим. А вы сейчас думайте о каком-то своем деле, каком-то своем вопросе и слушайте ответ. Да? Проговорите свое имя и думайте о том, что вас тревожит, что вам непонятно, может быть, или какой-то вопрос реально. Просто задайте, да и смотрим, что карты будут говорить. Так. Много работаете, устали, очень сильно устали и в каких-то надеждах, ожиданиях, что наконец-то что-то уже закончится и вы выйдете на ровную прямую к своим мечтам и деловым каким-то поездкам и каким-то восстановлениям. Что-то восстановить хочется, вы потеряли что-то. Не знаю, недавно по раскладу, может, давненько. Вы что-то потеряли. Но вы работаете, вы вкладываетесь, вы действительно добьетесь того, о чем вы мечтаете. Вы исправите ситуацию, и ситуация исправится даже автоматически сама в вашей жизни. Потому что пришло время на передвижение, на получение. Очень долго в застое каком-то были. Новые дороги открываются. Пересечение с прошлым. Ну, у кого-то мужчина, скоро ждите, прям может даже через 5 минут. Мужчина позвонит, проявится, что-то будет говорить, вот какой-то мужчина. То ли прощения просить, то ли просто захочет пообщаться, как у вас дела спросит. Какой-то мужчина на пороге у вас стоит, вы его знаете. Но еще кое-что. Из прошлого может вернуться ситуация, которая еще не доделана, и ее как раз-таки пора доделывать. Мужчина на пороге. Если вы никого не ждете, значит, ждите какого-то интересного нового человека. Либо, может быть, знаете, но не ожидаете, что он придет. Да, будет разговор. Будет разговор, и вам как будто бы на душе, на сердце полегчает. Вы как будто бы этим разговором как смахнете какой-то груз со своей души. Может, человек этот просто ваш родственник, мужчина, да, или какой-то начальник, или какой-то служебный деятель, да, по каким-то вопросам, документам или что. И он вам поможет в решении какой-то своей тяжелой проблемы. Вот. У вас на ближайшее время вот мужчина вышел. Ну, давайте дальше. Такой расклад небольшой, но чтобы ответы на вопросы были, да? Так, я беру тибетский оракул. Так, тибетский оракул. Сейчас 3 карты достану и посмотрим. Тут карты огонь, вода и что там еще? И воздух. Хотела сказать и медные трубы. Ну, еще земля, да? Сейчас 3 карты достаю. Ветер, ветер и земля. Угу. Так, кельтский оракул. Сейчас. Ветер и земля, 2 ветра подряд. Во-первых, будьте аккуратны по поводу реально ветра, чтобы, не дай бог, что-то ветром не сдуло и на вас не упало. Это в ближайшее время. Потом, видите, ветер и земля. Будьте аккуратны. Ветки деревьев, там еще что-нибудь. И не простудитесь, не просквозитесь. Вот такое вот. Потом, ветер – это ветер перемен, тем более двойственный. Будете решать какой-то вопрос реально. Но по поводу земля
Ваше мнение важнее будет и главнее, чем все, что будут вам говорить. Потому что ветер — это еще и воздух в уши. Выше по земле. Вы стоите на земле, вы правильно поступаете. С двух сторон будут говорить, советовать. Вы решите сами и правильно сделаете. Хотя выслушать можно всех подряд, кого хочешь. Еще по этим картам. Да, вам придется поездить. Будьте уверены в своих поездках, общении с другими людьми, вы на высшем уровне. Будьте в этом уверены и не откладывайте поездку, которая нужна. Ну, либо поход, куда-то пойти надо. Не ехать, а идти, да? Не откладывайте. Так, что дерево? Это кельтский оракул, что у нас дерево скажет? Ива. Это как бы больше женские и лунные аспекты и плодородие. Ива — это больше как месяц, который начинает расти. Это как ситуация, которая начинает увеличивать объемы, решения, перспективы. Вот такой вот месяц растет, все, значит, для вас что-то действительно не убывает, а наоборот пополняется. Если проблемы в деньгах, денежках, да, то здесь тоже как будьте аккуратны, никому не давайте в долг сильно много. Если надо по земле, ну, значит, надо. Записывайте, пишите там, расписывайтесь, я не знаю, что-то типа этого. Либо деньги даю, свое счастье не отдаю. Можно, но немного. Немного. Тратить тоже налево-направо не стоит. Лучше накопить. Потому что земля все-таки, вот оно как стержень вот здесь выходит. И ива тоже плакучая, да. Не плачьте, не переживайте. После февраля у вас обязательно начинается вот именно плодородие, именно растет луна, растет возможность, растет денежный поток потихоньку, но очень сильно уверенно. Вот очень сильно уверенно. Если около вас где-то ива растет, возьмите себе маленькую веточку и недельку ее, хотя бы 4 дня. Хотя бы 4 дня, но недельку ее поносите в кошельке для привлечения денег. Угу. Ну, потому что как луна растет, так и денежки пусть растут, да? Вот. Цвет волшебный для вас в ближайшие дни будет металлический. Серебристый, да? Больше так, что ли? Тут написано металлический. Вот. 4 волшебное число. Но я так скажу, что 4 это больше здесь идет как четыре шага, 4 человека, 4 возможности, 4 часа. Больше вот так идет. Что-то очень хорошее с 4 связано. Очень хорошее. И отсюда тоже будет как посыл энергии для вас, для нормального исправления будущего, допустим, или там каких-то нужных шагов сделать, чтобы, да. Еще тут скажу, в феврале у вас была проблема. Смотря когда вы смотрите это видео, конечно, но в феврале у вас была проблема. Эта проблема разрешится вот, ну, в течение, не знаю, 4-10 дней. Ну, как-то так. Потому что вы тоже будете на связи, потому что к вам поступит какая-то информация. А вот веточку ивы, малюсенький кусочек даже, да, поносите с собой. Это как оберег, и это как привлечение финансов. Цвет металлический. Да просто даже заколку возьмите и поносите ее в карманчике тоже. Вот пусть она тоже будет. Или там закалите, до дома походите, челку закалите. Пусть здоровье прибавит. Так. Ну и давайте посмотрим руны. Ваша руна на сегодня. Ваша руна на сегодня.
Ну, это как на сегодня, на сегодняшний ваш вопрос. А так, на ближайшее время, следующий расклад сделаю чуть позже, может быть, а может и быстро, не знаю, посмотрим. Ну, многим из вас по комментариям я почитала, понравилось то, что руну достаю, и действительно иногда интересно, да? Так, давайте я пока мешаю, а вы... Вопрос. Какой-то вопрос, какое-то желание, все достаю. Вот так. Так, вот так. Посмотрите, она чистая. Она чистая. Ничего себе. Так, книжечка вот такая, кто спрашивал. Старенькая моя книжечка. Сейчас посмотрим. Тут в конце вот она, чистая руна. Вот она. Читаю. Вот. Так. Пустота — это не конец. И в то же время пустота — это конец. Знаете, бывает так, тут написано, что это конец, но это не конец для меня, как понимание, вот как темная комната, когда ты выключил свет, да, не видишь, вроде пустота, включаешь, о, все на месте, да. И вот и тут также сама руна говорит. Пустота — это, с одной стороны, да, не конец, но с другой стороны, это все-таки конец. Пустота — это начало. Начало чего-то нового, начало чего-то перспективного. Так, читаю дальше. Здесь непознаваемое сообщает вам, что оно пришло в движение в вашей жизни. В этой незаполненности содержится мощный потенциал. Пустая и одновременно полное содержание, она охватывает полноту бытия, все, что должно осуществиться. Сейчас, уже начала путаться чуть-чуть. Благоприятствование происходящему и готовность к нему — требования этой руны. Ну, значит, да, раз она пустая, но я же говорю, как будто комната, как в которой выключен свет, и вы включаете его. Да, нужно быть готовой к тому, что происходит в твоей жизни и будет происходить. Но и в то же время недаром вышло две карты ветра, да, и земля. Земля, ты свои корни имеешь. Ты действительно стоишь нормально на ногах, но будь аккуратна, не расшатывайся, да, из стороны в сторону. Так, благоприятствование происходящему, радуйся сегодняшнему дню и все такое, и готовность к нему, требования этой руны. Ведь как можно установить контроль над тем, что еще не оформилось? Это вопрос. Ведь как можно установить контроль над тем, что еще не оформилось? Эта руна часто требует акта мужества, подобного прыжку в пустоту с пустыми руками. Ее появление — прямое испытание вашей веры. С одной стороны, чистая руна представляет кармические силы, полную сумму того, что вами совершено, и границы того, чем вы являетесь и станете. С другой стороны, эта руна учит, что даже долги старой кармы смещаются и изменяются одновременно с тем, как изменяетесь и развиваетесь вы. Ничто не предопределено, нет ничего такого, чего нельзя было бы избежать. Очень странное повествование здесь, да, вы задавали вопрос, вы спрашивали что-то, может быть, да, но как вот ответ по вот этой руне для вас, это больше как это пустое, да? Не думайте, не переживайте о своих вопросах. Они либо закончат свое существование, либо продолжатся в самый неподходящий момент, в самом неподходящем ракурсе. Вы действительно получите то, что вам причитается по судьбе. И эта чистая руна — это как свет в комнате. Это когда вы действительно открываете на что-то глаза. У вас все получится. Получится, но неожиданно, спонтанно. Получится даже там, где вы действительно не думаете. Но с чем-то надо все-таки, так как она пустая, попрощаться и что-то для себя открывать. Не знаю, как еще ответить здесь вам, смотря какие вопросы у вас. Руна на сегодня, да?
Если у вас вопрос по поводу детей, не переживайте, у них все еще впереди столько всего. Скоро вы с ними поговорите и решите какие-то вопросы, которые вас тревожат, но в свое время. И это уже скоро свет, скоро вот включается свет. Но что-то откиньте. Если вопросы по поводу денег, переезда, это тоже будет спонтанно решено. И знаете, это новое, это что-то новое, необычное, и оно приходит в вашу жизнь. Здесь есть потеря, но потеря тоже нужная, тоже нужная. Что-то уйдет от вас, то, что вас тревожит, пугает, либо тревожило бы, пугало бы. Вот оно уйдет. И придет что-то новенькое. Как поначалу мужчина расклада, да, потом еще и дорога какая-то там тоже выходила. И по поводу вот этой карты деньги. 2 ветра, да. Как сказать, еще и эта руна, и ветры. Ну, как я, в принципе, и говорила, слушай всех, но принимай свое решение, включай свет сама в своей комнате. И реально, в пустоту не впускай. Если ты где-то что-то не понимаешь, если ты не можешь найти ответ на свой вопрос, не впускай всех подряд в свою голову, в свою жизнь. Ты реально правильно поступишь и правильно решишь, у тебя все получится. Ну, вроде бы все. Ну, давайте напоследок, сейчас карту, то есть эту книжку уберу. Напоследок еще посмотрим вот этой колоды, с чего начинали, и все. Ну, интересно, надо же так, а? Просто пустая. Ну, это интересно. В следующем раскладе про руну тоже посмотрим, что еще скажет, что подскажет. На какую тему наведут. Напоследок, что тут? Колесо судьбы на вашей стороне. Не бойтесь пустоты, не бойтесь неожиданностей. Скоро услышите новость хорошую, скоро увидите человека хорошего в своей жизни. Судьба не стоит на месте, фортуна с вами. Вот король опять выходит. Так что мужчина рядышком какой-то крутится. Высшие силы, ангел с вами, который чистит вас и оберегает. И выздоровление. 4 мечей – это выздоровление после чего-то болезненного и неопределенного. Все, в принципе. А это уже новые шаги, новые ваши какие-то возможности. Интересные моменты. Ждите чего-то очень хорошего. Отлично. На дне колоды, да, может быть, решите где-то и поругаться с кем-то, но это уже тоже ваше. Это ваше, что вы захотите. Хотите с нуля что-то начать через доказывание кому-то или высказывание, как бы это ваше время. Но вы поймете. Ангел не зря вышел здесь. Вы поймете, надо ли оно вам. Либо успокоитесь, оставите всех в покое, уйдете к себе и найдете себе новые решения, новый вариант. Но после 5 жезлов, которая тут вышла, да, идет 6 жезлов, а 6 жезлов — это победа. Так что ждите свою победу в свою жизнь. Обязательно будет. Просто обязательно. Желаю вам здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего. Извините, что я тут, когда читала, спотыкалась немножко об буквы. Ну, так бывает. Вот так вот у меня. Уж не обижайтесь сильно. И увидимся, услышимся, да, на связи. Пишите в комментариях, нужны ли иногда, может быть, почаще. Ну, почаще я не знаю, как настрой будет, как энергия придет. Я обязательно буду делать. Именно вот руна, как выходит, и вот с этими, да, оракулами. Напишите в комментариях, понравилось, не понравилось, я буду знать. Вот, спасибо большое за все ваши комментарии. Все, еще раз вам здоровья крепкого, услышимся, увидимся, подписывайтесь, жмите колокольчик и ставьте лайки, если не трудно. Все, увидимся.